И вот я сейчас вот по части веры и ритуалов, я бы очень бы хотел бы, значит, заострить внимание на таком моменте. Он актуален и для евреев, конечно, и для христиан, но я буду говорить уже по мусульманским, значит, категориям. Есть вера. Ну, что есть вера? Ну да, верю я в истинность исламской религии. Верю я в единого Бога, верю я в пророчество там очень многих пророков, там Моисея, там Иисуса, там Мухаммеда и так далее, и так далее. Там очень много, да, по исламской традиции, там 134, там 124 тысячи там пророков, во всех них верую, но верую в то, что есть там ангелы, есть там джинны, есть там и так далее, вот такие вот верую, то есть понятие верую, есть понятие исполняю. Это все-таки разные вещи. Одно дело, я верую, это позыв моей души. Вот я вот верю вот в это. А другое дело, я это вот беру и исполняю. А исполнение что? Это молитва, там пост, там ну, и разные другие, там это самые выплаты, там разные, там по там закят вот в исламе вот есть, там выплачивать там по религиозной выплата. Несомненно, это и в иудаизме есть, там и в христианстве. Это у всех одно и то же, в принципе, структура одна и та же у всех. Вот это разные вещи. И вот, к сожалению, я просто вот для себя вот говорю, ну не надо смешивать вот эти вот две категории. Да? Одно дело я верую, одно дело я исполняю. А я если верую и не исполняю, значит ли это, что я не являюсь там мусульманином, я не являюсь там иудеем, я не являюсь там христианином? Ну я же ведь верую, ну как же вы меня можете вычеркнуть там из этой категории, как говорится, да? Что касается исполнения, ну, хорошо, я же могу усомниться, что, ну, почему я должен 5 раз в день совершать намаз, а не 1 раз, к примеру, да? А почему я должен всю жизнь вот совершать одно и то же, когда это для моей души не доставляет никакого удовольствия? Ну, я же могу вот задать эти вопросы. Вот, к сожалению, моя ортодоксальная вера, вот мой ислам на эти вопросы не дает ответа. Она просто говорит, что да, раз если ты этого, ну, как бы, ну, не разделяешь этого мнения, ну, значит, ты неверный. А на самом деле же это не так. Ведь как же я неверный, если я в это верую? Я верую в Бога. Как же вы можете сказать, что я неверный? В общем-то, отождествление, значит, вот вероучительных основ с ритуалом, как-то это неправильно, вы знаете. Утверждать, что нет, обязательно, значит, если ты уверовал в Бога, ты обязательно должен совершать намаз. Ну, извините, но это совершенно разные вещи. Ну, намаз, молитва, там, ритуал и так далее, это все относится к ритуальной части, да, это к практической части религии. А вот вера это другое. Ну, мы веруем вот в Бога, мы веруем в Мухаммеда, мы веруем, а вот уже когда мы исполняем, это уже другое. Вот здесь нужно поставить четкую преграду, что одно другого не касается. И вот когда мы вот говорим, вот я, например, здесь вот есть не мусульмане, я им говорю, что, господа, вот мусульмане веруют вот в это, и достаточно, и все для вас конкретно, чтобы вы нас поняли, не чтобы вы приняли ислам. Категорически я вообще не претендую на то, чтобы кто-то принял ислам. Я просто хочу, чтобы вы нас поняли. Вот чтобы вы нас поняли, вот наши вот основы веры вот такие. Мы верим там в Бога, мы верим там в пророка, мы верим в ангелов и так далее, и так далее. В принципе, не особенно и отличается от ваших там верований, и все, и на этом достаточно. Что касается вероучительных, вернее, практических положений веры, это совершенно другое. Это не относится к вере. Кто-то может даже и отрицать это. Какое это вы имеете отношение? Возомнили, что, я не знаю, кто отрицает намаз, тот уже вышел из ислама. А кто это сказал, собственно говоря? С какой стати вообще вот такую вот монополию вводить в религию, что кто отрицает практические положения, значит он-то вне веры. Это совершенно, вы знаете, это уже ваша, как бы, ну, секта или ваше, в общем, направление там и так далее. Вы правы по-своему, но не надо распространять это на всех. Я, например, не исповедую ваши взгляды. У меня совершенно другое мнение. И, кстати, я не один. Сейчас в данный момент в мире есть уже реформаторские направления ислама, есть совершенно различные вот современные, модернистские
современное направление в ислам. Вот вы живете в Турции, вы что, не знаете, что в Турции есть модернистские направления ислама? Там есть алевиты, которые вообще отрицают намазы вообще как таковой. То есть все не так однозначно, о чем вы говорите. Не надо, вы понимаете, вот именно вот представлять именно суннитскую версию как единственно верную, или шиитскую даже. Но шиитскую то же самое. А что, кроме шиитов и суннитов больше в исламе никого нет, что ли? Это абсолютно ошибочное воззрение. Есть разные взгляды, разные воззрения. И я, кстати, не исповедую ни шиизм, ни суннизм. Я либеральный человек. Я современный человек, я исповедую модернистское направление ислама, я вообще-то модернист по своей сути, и мне достаточно того, что мое мировоззрение является исламским. Что касается ритуала, это личное дело каждого человека, оно не относится к вере. Если человек принял ислам, достаточно того, чтобы он уверовал в Бога, уверовал в пророка, и все этого достаточно, и жил правильной жизнью. Вот самое главное, жил правильной жизнью, никого не обманывал, никого не там, обвешивал, там, не кидал, там, не убивал. Это самое главное, вот эти вот моменты. А то, что он молится, не молится и так далее, это его личное дело. Молится очень хорошо, Бог ему воздаст за это. А не молится, опять-таки, это его абсолютно не выводит из ислама. И даже он может отрицать, конечно, молитву, но это его личное дело. Он не хочет, но не хочет, да и пожалуйста. Вот я, собственно говоря, вот об этом говорю. То есть не нужно вот именно суннизм представлять единственно вот возможной ветвью ислама. Это всего лишь одна секта. Пусть она будет большая, да, вас там миллионы, там, я не знаю, чуть ли не миллиарды и так далее. Ну и что, а что, большинством дело решается? Если уж дело дошло до большинства, тогда католичество самое верное, их в мире больше всего. А китайцев вообще еще больше всего. Тогда давайте в конфуцианство перейдем. Большинством дело не решается, дело суть. Вот надо уловить эту суть. И особенно, когда мы ведем межконфессиональный разговор, ну надо же, чтобы нас поняла противоположная сторона. Вы начинаете с намаза, все, и все убегают, да, от вас, да, и все, и на этом все кончается. А что? И потом показывают вам афганцев, там, каких-то там в чалмах и так далее, говорят, вот, да, вот вы, да, средневековые люди, и вообще, вы понимаете, вот реальность такая, вот как бы вы ни представляли, но реальность вот к этому, в это упирается просто.